Львица вырастила осиротевшего щенка и слоненка. А то, что произошло спустя время, поразило всех. Когда их разлучили, никто не ожидал, что они когда-нибудь встретятся снова. Но однажды в саванне случилось нечто, что заставило даже опытных рейнджеров замереть от шока. На просторах африканской саванны рейнджеры однажды привезли в заповедник двух малышей, у которых почти не было шансов выжить. Первый – новорожденный слоненок по имени Налу. Он едва держался на ногах и недавно потерял мать, убитую браконьерами. Второй – крошечный щенок по кличке Кита, найденный у дороги, брошенный и истощенный. Оба были слишком слабы и напуганы. Люди могли накормить их, но не могли дать главного – чувство безопасности и материнского тепла. В заповеднике жила старая львица по имени Сира. Когда-то она была сильной и грозной, но после тяжелых ран уже не могла охотиться и доживала свой век под присмотром людей. Несмотря на это, в ней все еще жил материнский инстинкт. Когда-то она потеряла собственных детенышей. Рейнджеры решились на риск и подвели малышей к ней. Все ожидали агрессии, но произошло неожиданное. Сира спокойно легла, ее взгляд смягчился, и она будто приняла их. Щенок первым подполз к ней и свернулся у ее груди. Слоненок неуклюже подошел и прижался к ее боку. Так началась их необычная семья. Первые дни были тяжелыми. Малыши отказывались есть, скулили и слабели. Но львица делала то, чего не могли люди. Согревала их, вылизывала, успокаивала своим дыханием. Постепенно они начали доверять и есть. Со временем все изменилось. Кита стал игривым и энергичным, постоянно приставал к львице, кусал ее за уши и носился по траве. Нал рос сильным и держался рядом с ней, находя в ней защиту. Каждый вечер они лежали вместе под открытым небом. Хищник, травоядная и собака. Невероятное сочетание, ставшее настоящей семьей. Но однажды пришло время расставания. Слоненка нужно было отправить в стадо, где он мог бы жить среди своих. Щенка забрала семья, готовая подарить ему дом. Сира словно чувствовала это заранее. Она дольше обычного оставалась рядом, тихо вылизывала их, будто запоминая. День прощания оказался тяжелым. Слоненок тревожно трубил, щенок рвался обратно, а львица потом долго лежала одна, отказываясь от еды. Прошло время. Сира постарела, стала медленнее, но однажды над саванной раздался знакомый звук. Это был слон, уже взрослый Налу. Он вернулся. Он остановился неподалеку, поднял хобот, и их взгляды встретились. Казалось, он узнал ее. А вскоре привезли и Кита. Увидев львицу, он тут же бросился к ней, радостно виляя хвостом, и прижался, как в детстве. Так их необычная семья снова собралась вместе. Эта история не просто совпадение. Это напоминание о том, что забота и любовь сильнее инстинктов. Даже самые разные существа могут стать семьей, если однажды подарили друг другу тепло и спасение.